Всем привет, канал Польза.нет, меня зовут Саня, IP68, IP69, IQ13. Сейчас идем топить, хотя напоминаю, что ничего подобного делать не стоит. От Vivo у меня X100S до сих пор окирпиченный после того, как я его так притопил. Смотрим. Вот больше всего мне нравится, несмотря на то, что здесь нормальное стерео, здесь есть, видите, баланс звука, левый и правый канал. То есть, если кому-то покажется не очень хорошо, то можно будет каким-то образом его использовать. Так, мы помним, что вот если из динамика пойдут пузырьки, то лучше убирать, как Vivo. И вот они пошли, все. Я не советую его топить, прям не советую, потому что не советую. В прошлые разы вот таким образом у меня и утонул Vivo X100S. Буду здесь надеяться, что он так не утонет. Во всяком случае, тест мы провели. Держу кулачки, смотрим. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. Но сегодня это не особо у меня получится. Почему? Потому что сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Vivo IQ13. И да, Vivo вместе с IQ ушли в одну сторону, а Realme, Oppo и OnePlus ушли чуть-чуть в другую. Как мы помним, в 2023 году BBK уже а-ля распался. Сегодня я сравню IQ с Xiaomi 14T по съемке, потому что по остальным параметрам, конечно же, IQ ушатывает все. Почему? Ну, с одной стороны, я могу сразу вам сказать, здесь нет 20-го бенда, который чаще всего используется где-то. В основном используется 3 и 7, но с другой стороны, опять же, это не глобальная версия, это китайская агрегация частот. Сразу про мини-минусы. С третьей стороны у нас металлическая рамка, помимо этого у нас еще съемка на фронтальную камеру, съемка на основу в 4К 60 FPS. Помимо этого ультраширик, и это все можно переключать, единственное, с фронталки на основу не переключить. Помимо этого, почему вы этот ролик, скорее всего, смотрите? Потому что здесь у нас есть обходная зарядка, и это вау! Последний процессор Snapdragon 8 Gen 3 Elite. И здесь нужно сделать ремарку, то что у нас все пиарят Realme GT 7 Pro. Первый на этом процессоре. Нет, это не так. До него был Xiaomi 15 Pro, IQ, кстати, 13. И потом в российском ритейле появился Realme GT 7 Pro, и поэтому его называют аккуратненько первым. Хотя это не так. Так вот, что еще хорошего у этого смартфона? Здесь есть индикатор уведомлений, видите вот это обрамление? И здесь вот этот диодик мигает. Помните, как не хватало этих индикаторов? А он здесь есть. Полноценное стерео, на секундочку. Он живучий, он у меня уже летал прям капитально и на кафель, и я об этом еще и в ролике скажу. Я очень рад, что он выжил. И, разумеется, он будет на глобалке. Но, скорее всего, на глобалке он будет за космический ценник. Скорее всего, он уже у блогеров. И, скорее всего, как только им снимут мораторий, и вы увидите какой-нибудь ценник из разряда всего 99 999 рублей, вы увидите на них обзоры. Но вот эта китайская версия без 20-го бенда, шик, блеск, цвет, красота, мне она безумно понравилась, мы его уже гоняли. После того, как мы гоняли его на пользу стрима, я еще выгружу ролик «Один день на IQ в Вьетнаме», чтобы вы увидели, как работают камеры, но об этом в конце. Смотрим. Распаковка. Поставляется данный смартфон в упаковке из плотного картона с хорошим оформлением. На упаковке есть название модели и ее краткие характеристики. В комплекте у нас сам смартфон с защитной пленкой, силиконовый чехол, блок питания с китайской вилкой на 120 Вт, кабель для зарядки с Type-C на Type-C и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Габариты устройства 162 на 75 на 8,4 мм и 10,5 мм вместе с блоком камер. Вес, кстати, 209 граммов, что на несколько грамм тяжелее, чем IQ 12. И хочу отметить сразу, что он у меня уже летал, падал, и корпус довольно сильно поцарапался, но он не погиб, что удивительно, а падал он у меня 2 раза на кафель. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Помимо этого еще iPhone 16 на Новый год я буду разыгрывать. Смотрим описание, там есть ролик с условиями. Все очень просто. Перейдем к смартфону. Начнем. Приобрести IQ 13 можно в черной, зеленой, белой, стандартно коллапс с BMW и серебристой расцветке. От прошлой модели, по мне, внешне данная новинка особо не отличается. Только вот рамка по периметру блока камер стала шире, плюс там установили LED-подсветку. Опять же, это не подсветка, а считайте индикатор уведомлений. Выглядит она аккуратно, но светит не особо ярко. Собран смартфон
смартфон хорошо, тыльная часть стекло, а рамка же выполнена из алюминия. Ко всему смартфон имеет стандарт защиты IP68 и IP69. В начале ролика вы видели, как смартфон справляется с утоплением. Грани прямые, но тыльная часть имеет заметные закругления к торцам. В руке смартфон лежит удобно, на корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1, за что однозначно плюс, потому что когда вам рядом выгружают Realme GT 7 Pro со вторым Type-C-шником, у тебя вопрос возникает, почему за одну и ту же стоимость Type-C-шник здесь лучше? Доллар зажали. Далее STK-порт, микрофоны, по звуку нам предоставили два основных динамика и один разговорный, что, несомненно, очень круто, так как в большинстве смартфонов мы имеем полуторку, а здесь прям практически полноценное стерео. Качество звука мне лично понравилось, динамики громкие, персонализировать его под свои предпочтения возможность есть. Хотя персонализация довольно такая маленькая. Стандартные кодеки в наличии, что хорошо, к слову, Bluetooth чип установлен в версии 5.4. Это последний из тех, что ставят в смартфоны, хотя уже есть и 6.0. Линейный вибромотор тактильно приятный, но не топовый. Настроить силу вибрации можно, как и настроить тактильный отклик. А для игр есть 4D вибрация, но работает она только в оптимизированных играх. К слову, в том же PUBG и Genshin Impact я играл с этой 4D вибрацией, и мне она зашла. Назвать ее прям супер-мега топовой я не могу, но она классная. Смартфон оснащен Q10 AMOLED LTPO 8T дисплеем на 6,82 дюйма с разрешением 3168 на 1440 пикселей и частотой обновления экранов от 1 Гц до 144 Гц. Разумеется, 144 Гц можно будет обнаружить только в китайских приложениях. Может быть, еще где-то кто-то увидит, но это чистой воды маркетинг, который из года в год переходит у них уже давно. Экран прямой, рамки симметричные, но подбородок есть, и он минимальный, правда. Плотность пикселей просто флагманская, 510 ppi. По моим замерам экран выдает 1100 люксов на 100% яркости, в пике 1200 люксов. Плюс я еще его буду гонять на следующей прожарке, думаю, через дня два, и посмотрим, как другими приборами яркость будет показывать. Функция автоматической регулировки яркости работает исправно, плюс на борту есть датчик цветовой температуры. В играх сенсорный отклик хороший, при этом мультитач на борту, и на 10 касаний экран откликается без проблем. Регулировка шим 2592 Гц, показатели шима выше 15% не поднимаются, полноценный Always On Display в наличии. Разблокировать же можно при помощи 3D ультразвукового сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран и расположившегося на очень удобной высоте. Спасибо им за это. Сканер работает молниеносно, корректно, но иногда у меня подвисает. Опять же, это редкость. Единственное, отпечаток можно зарегистрировать 5 раз одного и того же пальца, что не очень по мне хорошо. Функция распознавания лиц срабатывает великолепно даже под углом. Внести биометрические данные можно двух лиц. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Elite с техпроцессом 3 нанометра, с двумя ядрами, у которых частота 4,32 ГГц и 6 с частотой 3,53 ГГц. Охлаждение 7K Ultra VC, которое отрабатывает, и это мы уже с вами тестили на стриме. Графический процессор Adreno 830, а также установлен чип Q2. Оперативная память установлена LPDDR5X Ultra на 12 и 16 ГБ, что в целом касается и внутренней памяти. Она указана, что UFS 4.1, где-то 4.0, они указывают, что 4.1, на выбор 256 или 512 гигабайт, плюс есть информация о конфигурации ПЗУ с 1 терабайтом. Но внутренняя память все время показывает разные результаты при тесте в Antutu. Разница может быть больше 20 тысяч баллов. И скорость показывает меньше, чем Realme GT 7 Pro. Origin OS 5 на базе Android 15 версии, Google сервисы работают, русский язык в стоке есть, шрифт можно поменять, работа оповещений настраивается, а китайские приложения необходимо удалять и скрывать. Также сразу отмечу, что данная модель не поддерживает eSIM и Android Auto. По связи имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G Band 3 и 7 на борту, а вот 20 нет, что не столь критично, в отличие, если бы не было, допустим, 7 бенда, как в некоторых смартфонах китайских. В глобальной версии 20 бенд, разумеется, будет. Связь смартфон ловит хорошо, проблем с датчиком приближения у меня не было, он здесь у нас, скорее всего, физический, по тестам. Запись разговора на борту без уведомления о начале записи, разумеется, NFC смартфон поддерживает. На данный момент спокойно устанавливаете МРП и оплачиваете. GPS двухдиапазонный, тест выдает точность до 3 метров, что стандартно для Qualcomm, работает быстро, шустро и без нареканий. Емкость аккумулятора 6150 мАч, в PC-марке Work Performance выбивает 17 тысяч баллов, поддерживает он быструю зарядку на 120 Вт, но вот беспроводной реверсивной зарядки нет. Плюс за то, что есть обходная зарядка, что прям необходимо для игрового смартфона, это нереально круто. Заряжается у меня от 0 до сотки за 34 минуты родной зарядкой. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости у меня улетает 4-5% заряда. За час в играх уходит всегда по-разному, смотрите польза стримы, но от 18 до
25%, в зависимости от игры. А самое главное, мы когда его гоняли в Genshin Impact, в отличие от Realme GT7 Pro, где и тач отваливался, и на 9-й минуте у нас на GT7 Pro вроде бы один и тот же процессор, но яркость он сбросил до 400 люксов. iQOO яркость сбросил до 800 люксов в Genshin Impact при 60 FPS. И играть было прям кайфово. В PUBG тоже все летало. Но, повторяюсь, я буду его еще гонять уже в PUBG New State и других игрушках. Приходите, мне смарт понравился, играть в него классно. Перейдем к тестам. Тротлинг тест на 100 потоках при 60 минутах выдает 656 гипсов максимум, 413 гипсов в среднем и 430 гипсов минимально. В Geekbench 6, сколько он выбивает и что он показывает в 3D Mark, вы видите сейчас на экране. Кто-то скажет, что здесь результаты тестов хуже, чем, допустим, в Realme GT7 Pro. Но, опять же, в реальном использовании игры, съемка, iQOO показывает стабильность выше и результаты по мне относительно, но лучше. В Antutu выдает спокойно 2 миллиона 700 тысяч попугаев, Storage Test показывает максимум 191 тысячу, а так все время рандомно. Переходим к камерам. Основной сенсор Sony IMX921 на 50 мегапикселей с апертурой 1.9, довольно скромненько оптической стабилизацией, фокусным расстоянием в 23 мм и максимальным разрешением для видеосъемки 8К 30 FPS. Также есть 4К 60 FPS, но 120 FPS нету, хотя с другой стороны вроде бы у вас такой процессор, почему бы его не использовать? Сверхширик Samsung S5 KGN1 на 50 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов, апертурой 2.0 и цифровой стабилизацией последней. Это телеобъектив Sony IMX816 на 50 мегапикселей с апертурой 1.9, фокусным расстоянием в 46 мм и оптической стабилизацией. Но здесь я хочу отдельно сказать по поводу телеобъектива. Во-первых, он рандомно включается в фото, то есть где-то он включается в X2, где-то он включается в X3, где-то он вообще не включается. Если говорить про видео, он у меня включался только в 1080p 30 FPS разрешении. Во всех остальных разрешениях он у меня врубаться отказывался. Либо я чего-то не понимаю, либо с ПО что-то не так. Можете написать, кто разбирается. Притом фронталка здесь на 32 мегапикселя, находится по центру верхней части экрана, апертура у нее 2.5, стабилизация цифровая, максимальное разрешение для съемки видео 4К 60 FPS. Кстати, ультрастабилизация включается в 1080p 60 FPS, а обычный стаб работает при 4К 60 FPS, в принципе, неплохо. Я сравнивал данную модель со смартфоном 14T от Xiaomi, и можно сразу сказать, что камера iQOO точно не сильная. Плюс, как у Realme GT7 Pro, на данный момент есть проблемы с корректным воспроизведением видео в разных плеерах. В целом, короткие примеры, как и сравнение, вы сейчас увидите. Ну что же, 4К 60 FPS, сравнение iQOO с Xiaomi, и это основа. На iQOO можно уйти на ультраширик. Из интересного, разумеется, в движении я все это дело протестирую. Насколько что фокусируется, хорошо или плохо, вы видите. Да, я утерял, когда к рукам Бога катался, но используя этот смартфоны, видео с iQOO. Но, опять же, видосов вам хватит. Так, фронталка Xiaomi 14T 4К 30 FPS, а iQOO почему-то написал, что у него сенсор загрязнен, но я его уже 2 раза протер, и я пока не понимаю, что с ним. Вот, видите, все познается в сравнении. Главное, как говорится, не сравнивать конкурентов, а BBK с BBK, и все будет в огне, будут продаваться. Или не будут, если сравнивать с конкурентами. И еще раз протер. Ну, в общем, это бесперспективняк. Единственное, усиление голоса не включено на iQOO. Но вы теперь знаете про фронталку. Если же мы снимем на ультраширик у Xiaomi, то это будет примерно вот так. И все. И 4К 60 FPS, применяется стандартная стабилизация на iQOO. Можно включить ультрастабилизацию, но я говорю, это как в Realme будет пожирание просто-напросто, ну это будет кроп. И я бы не называл это 4К 60 FPS. Сейчас, кстати, идет музыка, и поэтому я пытаюсь ее перекрикивать, иначе у меня будет поедание просто контента и опять отсутствие монетизации, я буду опять резать ролик. У меня даже стрим в прошлый раз пришлось порезать. Так, на 14T отключен HDR, и вот так ночью вы сможете снимать елку, чуть ли не стационарно, и огоньки. И вот так алгоритмы, говорю, смартфону не так и надо. Супер, там 3 миллиона баллов в Antutu для этого всего, с одной стороны. С другой стороны, это, конечно, неплохо, но, опять же, если у него все получается. Если у него не получается, то это может быть не очень хорошо. Ну, вот так сможете все снимать. Опять же, iQOO может врубать ультраширик.
А вот если будет заруб по ультраширикам, у Xiaomi включается 4К 30 FPS, и ночью, по идее, если никуда не идти, то все будет плавненько. Но если куда-то идти, плавненько даже у Xiaomi не будет. Хотя, опять же, все, как говорится, относительно. Пойду к переходу, чтобы увидеть речку. И вот так вы сможете снимать на эти два смарта. Опять же, кому может интересно, это Дананг, Вьетнам. И вроде я могу вам рассказать, и я расскажу в обзоре одним кадром с Айку. Не одним кадром, а один день во Вьетнаме. Что здесь относительно Таиланда очень дешево, очень много вкусной еды. Но вам достаточно посмотреть на индекс воздуха во Вьетнаме, и все встанет на свои места. То есть как отдых. Здесь люди не просто так в масках. В Ханое такая же история. Почему, можете погуглить, чтобы я не наговаривал на страну. Я ей благодарен. Миссия, которую я здесь себе ставил, я выполнил. И помимо этого мы с вами еще наснимали много контента. Про Айку хочу сказать, что на основной сенсор и на ультраширик обязательно смотрите RAW формат. Вот в RAW формате фоточки интереснее намного, а в обычном формате они обычные. Вот и все. Где-то шума много, где-то много замыленности по краям. Но еще раз, учитывая, как он себя повел с точки зрения работы с играми под нагрузкой, это как раз тот яркий пример, когда в тротлинг тестах все плохо, и можно говорить: о, там, допустим, Realme GT 7 Pro порвали всех на процессоре, а ты заходишь в игры, и все встает на свои места. Отваливающиеся тачи, начинаешь видео снимать, и то же самое. У Айку, я не скажу, что супер флагманская съемка, но не зря они ушли к великолепному Vivo. То есть Айку и Vivo — это один теперь мини-концерн, Realme, Oppo, OnePlus — это другой. И что-то мне подсказывает, что люди, которые отвечают за съемку видео, ушли вместе с ними. Вот, сейчас я, кстати, вы оцените, насколько вероятно, как этих в роликах в ТикТоке, когда кто-то кого-то сбивает, вот он, пешеходный переход. Вероятность перейти довольно низкая. У нас с местными попытаюсь это сделать. Толпа людей, толпа байков, никаких регулировок нет. И вероятность здесь перейти, она, я бы сказал, близка к минимальной. Нужно перебегать. С одной стороны, с другой стороны, когда тебя видят байки, это намного проще. И да, других вариантов нет. Я как человек уже не первую неделю находящийся во Вьетнаме, до этого я тоже ездил, только так можно и перейти. Особенно, когда их снимаешь. Сам катаюсь на байке, сам поднимаю пешеходов, но опять же, если человека видно, и здесь пешеходный переход, то будь добр, просто помедленнее едь, и все. Тем более меня не заметить на пустой улице сложно. Видите, а так бы так и стоял, как этот парень. Вот так, когда тебе 41, то можешь мужиков 20-летних парнями называть. Наверное, 20. Вот так на основу вы сможете снимать. И напоминаю про Айку, он может снимать еще на ультраширик. Так, ну что, 4К 60 FPS, и если вам захочется поснимать что-то на фоне моря, то вот. Бассейн, плавать. Ну, маленький бассейн, кстати, но чистый. И выглядит все нормально, эпичненько. И кафешка здесь. Если там море, то вот этот вот вид мне еще больше нравится. Если я не упаду с крыши, то будет зашибись. Потому что я стою сейчас вот здесь. А доверия у меня, если честно, к данной конструкции нет. Из шестерки, да? И вот так на ультраширик вы сможете снимать виды Дананга. Отстроили, город отстроили под туристов, под людей, которые работают через интернет. Единственное, много крыс. И вот так все это будет выглядеть. И вот так выглядит кофейня. И flat white очень быстро, наверное, секунд 30.
Так, ну и по количеству видов и уровню эпичности это, конечно, место вау. Потому что ты можешь фотографировать и видео снимать до упора. Такие вот деревца, на спящего Будду, на темпл, храм. И давайте максимум x10. Дальше основа. Ультраширик. Но, повторяюсь, сейчас не сезон. И фронталка в тех же условиях будет выглядеть примерно вот так. Кстати, есть специально здесь место для съемки видео и фото. Сейчас покажу. Усиление голоса отключено. Усиление голоса включено. Вот такое специальное пространство. Ты здесь встаешь и снимаешь красоты. Женщину Будду. И не только. Кофе здесь, конечно, атомный. Я сегодня спал 3 часа, что опился вчера местного кофе и в итоге не мог заснуть. X2, X10, X1. Выглядит все это очень круто. Фотографии, как всегда, наделал. Кто-то, может, на обложке себе поставит. И, как говорится, Азия во всей красе. Что там внутри? Это ультраширик, если что. Разумеется, вся живность и деревья настоящие, не бутафория. Так, и здесь надо снимать ботинки. Take off your shoes. Вот так, на ультраширик вы сможете снимать помещение храма внутри. Основа. Ага. Ха-ха-ха. Будда. Все. Никаких каких-то супер помещений нету. И вот так будет храм внутри выглядеть. Туда я не пойду, чтобы людям не мешать. И ультраширик. Вот так. И по выходу это будет выглядеть вот так. Вот так вот коммунистическая страна с бешеным количеством храмов. Еще один Будда. Видите, вот такая подсветка у статуи ночью. И Будда здесь. Виды отсюда такие. Ультраширик. И вид на город. И вот так вот выглядит Flat White, которого здесь в меню нет, но его считают как капучино, и это очень круто. В сумме получается 200 рублей. И вот такая еда. То есть total получается 2 Flat White, один такой коктейль, и это а-ля европейская кафешка. Здесь много народа, выходит в 1000 рублей. Но это прям безумно дорого для местного. Прям безумно. iQOO 13 и, разумеется, Xiaomi 14T. По большому счету справились оба смартфона очень даже неплохо. Кто-то, может, даже выберет не iQOO, а Xiaomi, потому что, по мне, и с цветами он лучше справился местами. И люди не такие пластилиновые. Я говорю, когда ты смотришь на, в принципе, параметры сенсора основного у
того же iQOO, ты четко понимаешь, что звезд с неба и даже основной модуль хватать не будет. Вот здесь у нас выкрученный синий цвет. Если говорить про фронталку, вот смотрите, у нас здесь iQOO 13 и Xiaomi. Что мы здесь видим? Вы бы какую фотографию выбрали? Разумеется, iQOO, потому что оно подсвечивало лицо, а Xiaomi не подсвечивал. Но если брать те же волосы, не знаю, работа со светом, то, допустим, здесь бы еще сработала какая-нибудь вспышка у Xiaomi 14T, а я бы не сказал, что здесь однозначно выигрывает iQOO. iQOO, хотя 32 мегапикселей, и рубашка просто какая-то жесть мольбертовская, извините за грубость. Селфи, мягко скажем, неудачные. Даже вот здесь у нас обычное фото ночью, основной модуль 14T, iQOO 13. И все равно, по мне, работа со светом не у всех хороша. Вот смотрите, здесь, допустим, iQOO 13 зато увидел, что у нас у снежинки есть хоть какая-то структура. Xiaomi не смог. И единственное, вот этот вот супер контрастный банкет у Xiaomi ближе. Здесь у нас как будто разрисовали все, но с другой стороны, опять же, по снежинкам Xiaomi проигрывает, и здесь я пальму первенства, несмотря на цвета, отдам iQOO. Так что скачивайте исходники, делайте выводы, и сравнение то же самое. Я еще раз повторяю, что вам за вас никто не скажет, какие конкретно смартфоны вас будут устраивать. Ни тот, ни другой, ни Samsung, ни Яблоко. То есть алгоритмы сжатия при выгрузке в различные социальные сети либо мессенджеры одни и те же. Не особо кто-то из них выигрывает. То есть вас интересует сток. В RAW формате iQOO снимает классно, но это не камерафон точно. Минусы: нет поддержки беспроводной зарядки, местами устройство еще сырое, непонятно, что там с телевиком, и съемка не на уровне флагманов, хотя все остальное меня прям безумно порадовало, и я могу все, как говорится, простить. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, этим вы очень поможете проекту. В принципе, практически все новинки рынка я уже купил, они для меня уже в пути, и рано или поздно мы прожарим и проверим все с вами. Резюмировать я бы хотел довольно просто, и недолго, и не мучительно. По съемке сейчас это аппарат хуже, чем Realme GT7 Pro, даже учитывая, что вроде бы я ругался на GT7 Pro, потому что с кодировкой беда, и посмотрите на его сенсоры, это не камерафон. Непонятно еще, как у него отрабатывает телевик, я даже разбираться не хочу, почему там макро включается, почему не включается, почему телевик работает, не работает. Вот сегодня это хороший смартфон для людей, которым не нужны суперкамеры. Как мне уже подсказали, в RAW формате, который я скидывал, там у меня уже, по-моему, 500 фотографий в личной телеге исходников, он нереально шикарно снимает, да, но по поводу фотографии я повторяюсь, что угодно за тридцатник снимать будет отлично. А это все-таки не тридцатник, в районе полтинника он стоит, где-то 60. Ищите сами во время распродаж. Курс, как вы видите, был 80, потом 90, потом 100 с лишним, теперь опять 100. И я вас даже не сориентирую, за какие деньги его брать, но точно не за 100 тысяч. Но за 1060 я бы его рассматривал, только подумал. Почему? Потому что 20-й бенд все равно кому-то да нужен. Смотрим покрытие, смотрим, какой из операторов лично у вас. И дальше уже делаем выводы. А для меня он меня покорил. Обходная зарядка, вау. Нормальный тайп-сишник, вау. Нормальное переключение в 4К 60 FPS с ультраширика на основу, без разницы там супер качество, тоже вау. Ну и самое приятное, наверное, то, что его не пичат со всех углов, а де-факто здесь реализация всего и вся намного лучше, чем в его прямом конкуренте Realme GT7 Pro, который на 50% в глобале дороже. А это дело, я уверен, что кто-то будет приобретать. Если у вас есть iQOO 12-11, наверное, я бы не переходил, а всем остальным игрокам, как говорится, приготовиться. Единственное, чего здесь не хватает реально, это триггеров. Девайсу от меня однозначное да. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите, делать ли еще одну прожарку, я хочу еще его пожарить. Надеюсь, что вам он понравился тоже. Разумеется, мало кто его будет приобретать, конкурентов у него, по мне, с обходной зарядкой у флагманов других брендов просто нет, потому что это бренд с обходной зарядкой. Все. Подписывайтесь на канал с колоколом, хотите, если помочь проекту, скоро будут все Honor, там все я купил, OnePlus 13 китайский, потом глобальный, все будем мучить, совсем разберемся, смотрим исходники. Добра и удачи вам, дорогие друзья!